Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание четырехлистному клеверу и поговорим о том, как клевер может вам принести удачу, благополучие, что он вообще обозначает и как правильно активировать такой талисман. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной, важной и нужной информации. Обязательно сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна. Вы знаете, четырехлистный клевер – это древний символ удачи и везения. И значение талисмана отличается в разных культурах, но всегда это остается благоприятным. Наряду с пятилистным и трехлистным клевером четырехлистник служит символом разных благ и амулетом для их получения. В современной культуре именно клевер имеет скорее, эстетическое значение, чем сакральное. Но оттенок мистики все еще присутствует. В разных культурах это растение воспринимается с различных точек зрения. И у каждого народа существуют свои суеверия и традиции. Меняется и трактовка символа в зависимости от числа и цвета листков. Изображение клевера встречается в виде принта или даже вышивки на одежде. Возможно, вы видели тату, бижутерии и ювелирных украшениях. Используется клевер как и абстрактный образ, как и само растение, например, в засушенном виде в украшениях с использованием эпоксидной смолы. Что же касается религиозных взглядов на символику клевера, то также здесь прослеживается счастливая линия. В христианстве даже существует несколько параллелей, которые связывают религиозную мифологию и символ. Знаете, форма листа, она напоминает все-таки крест, на котором распяли Иисуса Христа. Количество лепестков символизирует 4 Евангелия от Луки, Марка, Матфея и Иоанна. Лист растения был тайком унесен Евой при изгнании из Эдемского сада в качестве напоминания о былом счастье. Клевер – это символ удачи почти во всем мире, и в отношении этого растения используется эпитет «счастливый». А вот на большую удачу клевер изображается совместно с подковой, которая тоже означает благосклонность фортуны. Кроме четырехлистника есть стандартный трилистик. Кстати, это символ Ирландии. И еще более аномальный пятилистный клевер. И для растения с 4 лепестками существует трактовка каждой пластинки в соответствии с одной из стихий. Огонь – это слава, популярность, самоуверенность. Вода – это улучшение благосостояния и удача. Земля – это твердая опора, крепкое физическое и духовное здоровье. А воздух – это гармония в семье и везение в любви. Также растения разных цветов имеют различия в значении. Красное цветение – это ингредиент магических зелий, привлекающих успех и в любви и в финансовой сфере. Белый цветок призывает помощь стихий, а также защищает от порчи из глаза. Амулет, который изготовлен из клевера, всегда размещали над входом в дом или даже носили с собой в качестве оберега и талисмана. И люди часто украшают себя татуировками, где изображен клевер. Чтобы такой символ работал как оберег, стоит сделать цветной рисунок, дополнить его другими символами. Это может быть подкова, горшочек с золотом, и такой союз привлечет удачу в двойном объеме. Работает на привлечение любви союз четырехлистника с розой. Клевер и крест – это символ жизнелюбия, веры в божественное провидение.
А вот к девушке тату с четырехлистником привлечет мужское внимание и даже поможет создать крепкий брак. Представительницам прекрасного пола можно сделать небольшой рисунок на щиколотке. Это выглядит скромно и эстетично. А вот татуировка клевера у мужчин олицетворяет везение, успех на любом старте, преодоление жизненных трудностей. И часто парни делают тату на спине вдоль позвоночника или на икрах ног. Но нельзя наносить тату-клевер, если есть изображение уже фиалки. Этот тандем символизирует печаль. Конечно, большой силой обладает случайно найденное растение, но можно увеличить вероятность успеха, если вы чаще будете гулять по паркам и лесам. Растение, как правило, встречается вблизи водоемов и любит затенение. Поиск лучше начинать во время дождя или сразу после него. Обычно клевер с такой генетической мутацией появляется в период позднего лета, в конце июля и в августе. Если человек нашел четырехлистный клевер, то необходимо отодвинуть окружающие листики. Не исключено, что четырехлистник на самом деле окажется трилистником, ведь растения расположены плотно очень друг к другу. Четвертый лист у клевера, как правило, имеет меньший размер, поэтому стоит обращать внимание на мелкие и недоразвитые листочки. Что же касательно самого применения в качестве талисмана клевера, то такой талисман будет защищать своего хозяина и привлекать к нему удачу, но если соблюдать определенные правила. Относиться к такому оберегу нужно с уважением и содержать его в порядке. Высшие силы могут сурово наказать за проявление пренебрежения. Символ четырехлистника подпитывается вниманием окружающих. Поэтому носить нательный талисман следует так, чтобы его увидели как можно больше людей. Свое украшение не стоит давать носить никому, даже друзьям и близким родственникам. Хранить оберег лучше в голубой ткани из хлопка, льна или шерсти. Поврежденный амулет запрещено выбрасывать. Соблюдение вот таких простых рекомендаций позволит вам создать прочную связь с оберегом, который будет благодарно служить своему владельцу, оказывая благотворное магическое воздействие на его жизнь. Можно и создать оберег с символикой четырехлистника и самостоятельно. Например, изобразить лист на монете. Важно, чтобы это была особая, значимая для владельца вещь. Фото и рисунок клевера переводят на поверхность монеты с помощью маркера. На аверсе по контуру отштамповывают изображение. Важно в точности следовать рисунку-образцу. Затем стирают следы маркера ватным диском, смоченным в спирте. И монетку закрепляют в тисках и дрелью просверливают небольшое отверстие ближе к краю. В него вставляют приготовленное колечко и проделывают цепочку. Такой оберег заряжен энергетикой владельца и готов приносить удачу. Осталось только дополнительно активировать его. Поэтому, чтобы талисман работал для вас в нужном направлении, необходимо правильно его настроить. Стоит очистить будущий оберег перед чтением слов. Для этого вещь обмывают святой водой и выдерживают несколько дней в сосуде с солью. И существуют специальные слова, чтобы заговорить клевер. Скажите следующие слова. «Я ключ к удаче получаю, все нужные двери мне открыты, а мое счастье от врагов накрепко закрыто. Аминь». И оберег такой заворачивают в лоскут натуральной ткани и кладут под подушку. Ежедневно перед сном его достают и зачитывается этот текст. Так нужно повторять в течение одной недели, то бишь ровно 7 дней. Затем оберег нанизывают на шнурок и носят как подвеску. Также обязательно перед использованием амулета необходимо включить его в работу. С восходом солнца талисман обрызгивают подготовленным солено-уксусным раствором и омывают в проточной воде.
Затем предмет нужно положить на деревянную дощечку и поместить под солнечные лучи до 5 часов вечера. При этом каждые 2 часа переворачивать оберег. И когда вот зарядка будет завершена, нужно выйти на улицу и повернуться лицом на север. Женщинам листок нужно держать в левой руке, а мужчинам в правой. Далее вдохните полной грудью и 3 раза скажите следующие слова: «Явь», «Славь», «Правь». Затем прижмите вещь к сердцу и снова повторите заклинание, но уже 9 раз. По окончании талисман будет готов к работе.